Всем привет, с вами Чайка, и сегодня мы рассмотрим раунд против Liquid на карте The Inferno. В начале раунда Нависы и Вова выдерживают стартовые позиции, чтобы не попасться на раннюю агрессию. После того, как противник впустую потратил свои ресурсы, рожденные побеждать начинают давить митинг-поинты, отгоняя американцев вглубь плентов. С целью укрепления Б от КТ закидывается зелень, чтобы сразу форсировать выход на А без задержки на полет гранат. Изоляция песков с маками исполняется с шорта, а не с дефолтным раскидом с коннектора. Происходит это по истечению смока на лонге. Сделав опенфраг на игроке в арке, Нави не дают КТ на Б вовремя перетянуться, так как они понимают возможность сплита Б через спаун. Контролируя логичное поведение Liquid, желто-черные ставят плент и занимают самые удобные позиции для перекрестного огня. Эдвард на старте простреливает ковры, так как предыдущий раунд Нави взяли с упором на эту позицию, и высока вероятность, что Liquid решат ответить агрессией. Далее дает огонь под выход Флейми с нижнего, под флешку тиммейта занимает бойлер и контролит шорт. При выходе на плент дает флеш для Флейми и ближний смок на пески. Сделав ставку на то, что противник находится на ящике, Эдварда быстро минусуют. Зевс дает флешку после закида банана от КТ, чтобы отогнать их и сейвово ворваться в дым. Он обновляет молотов на бочках в сопровождении Хае, чекает ближние позиции и, удостоверившись в том, что Liquid забились в плент, перетягивается на мид. Зевс выходит первым на вилку, по истечению смока контролит тупик. Изолируя Библию, выходит с электроником на арку и оформляет опен. Подобранную флешку дает в КТ спаун для усиления эффекта атаки на Б, после чего выжидает перетяжку через спидвей и Библию. При выходе его минусуют через щель на песках, из-за того, что смоки давались как можно быстрее и прицеливаться для идеальной стены попросту не было возможности. Simple, получив глубокий мид-смок, который зачастую используется КТ для захода на второй, накидывает флеш, чтобы Флейми чекнул коннектор. Пока тиммейты зачищают банан, он контролит вилку. При выходе чекает 2D буст над смоком, накидывает моменталку, под которую Зевс не выходит, поскольку смок под Библию еще не взорвался. Проверив открытые позиции, Simple дает дальний дым на пески и разменивает Эдварда, ставит бомбу в углу и с ящика контролит противника в песках. После минуса сосредотачивается на выходящих со смока. Флейми контролит пуш в нижнюю, после чего чекает коннектор под флешку Симпла, выходит поймать убегающих от огня на случай, если ковры были заняты в ближних углах. Дает моли в бойлер, чтобы их с Эдвардом не запушили, пока они спамят в КТ смок. Флейми накидывает флеш на шорт для выхода тиммейтов на вилку. Далее догоняет их, закидывает Хае в тупик и прикрывает Зевса, пока тот бросает дым. Вернувшись в ковры, дает дым на балкон и через щель чекает плент. Заняв позицию за ближним ящиком, Флейми отвечает за курилку. После смещения электроника в пески концентрирует внимание на малых, где делает килл, идеально задоджив флешку выходящего со смока. Электроник со старта дает моли на бочке, чтобы КТ не заняли банан под свой дым. Вскоре врывается под свою же флеш. Электроник прикрывает Зевсу единицу, пока тот проверяет мешки. Оставшись один, он закидывает зелень и ждет КТ поджим. Когда все готово для выхода на лонг, электроник перетягивается на выпад в арку и контролит дым. По истечению смока выдвигается в грейв под прикрытием Зевса. В постплан ситуации отвечает за шорт и малые, выжидая тайминг, когда он сможет открыться на игрока в песках. Смок на малые предоставляет электронику возможность сместиться в курилку, чем он и пользуется, сделав 2 минуса впоследствии. В текущих реалиях невозможно обмануть противника раскидом одного игрока на плент, который вы не собираетесь занимать. Но читать двойные фейки до сих пор сложно даже самым опытным ингейм лидерам. Используя особенность Инферно, рожденные побеждать нашли способ, как применить военный принцип «разделяй и властвуй» в CSGO. Так что этот раунд просто обязан быть в вашем пуле тактик. А на этом у меня все. Спасибо за ваше внимание и увидимся через какое-то там количество времени.